coming in to face a guy like Volkov with his range and his height, obviously you like to get in and shoot some takedowns and do some things and have your way up against the cage on the ground. So that reach that he has with the boxing and the striking that he has, how do you see yourself attacking that, and where do you see an opening for yourself against him? Понятное дело, что ты приходишь сюда, у тебя будет бой против Волкова. Волков очень высокий, у него очень длинный размах рук. Я понимаю, что ты, наверное, хочешь его перевести и сразу прижать к клетке, прижать к канвасу и разобраться с ним на земле. Но, в принципе, как ты думаешь, пройдет бой? Как ты выстоишь его бокс, его длину его рук и так далее? Каким образом ты попытаешься зайти и перевести его? Какой у тебя план вообще на бой с ним? Почему-то все недооценивают мою ударку. Да, Александр очень сильный, крепкий боец, он базовый ударник, я базовый борец, и абсолютно весь мир будет ожидать того, что я буду стараться его перевести и, как вы говорили, уже финишировать его именно на канвасе. Но я думаю, что, учитывая ту работу, которую я проделал со своей командой во время подготовительного лагеря, вас очень сильно удивит. И если нам придется рубиться в стойке, мы готовы к этому. Все 3 раунда без проблем. Но я думаю, этот бой закончится 100% досрочно. It seems as though the entire world is underestimating my striking. I mean, obviously, his base is stand-up, his base is boxing, my base is wrestling. So the entire world, just like you, thinks that I'm going to take him down and I'm going to have my way with him on the ground. And yeah, obviously that is in the plans. But the thing is, we're completely improved in our stand-up. We're ready for the fight. If the fight's going to start standing up, then we're going to keep throwing standing up. And I think you'll be very surprised with the preparation that me and my team have done in the actual stand-up department. So listen, if we're going to stand there and trade for the whole 3 rounds, we're ready for it. And what I think you need to know is that this fight is definitely not going to last 3 rounds. Okay. So what about your striking have you worked on the hardest and improved the most? Что именно в твоей ударке, над чем именно ты работал, и насколько тебе кажется, что ты улучшил ее за это время? Начиная от защиты, заканчивая комбинацией с рук, с борьбой, из выхода из борьбы, перехода на руки. То есть абсолютно мы работали над всеми аспектами. Я думаю, что я кардинально изменился, именно как профессиональный боец в стойке. I mean everything, anything from defense on your feet to defense on the feet to taking it down to wrestling, then coming out of wrestling, coming back up on your feet and striking from there. So really, if you think about it, I think I completely changed my approach as a fighter, and I think you'll see it on Saturday. And he's had a ton of fights compared to you. Obviously, he's got big-time experience, but I'm curious, you bouncing back from your first loss against Tybura, what did you learn from that fight about yourself, and what did you take forward to improve and continue to get better to face the level of competition that you're going to keep facing as you move on up? Понятное дело, что у него намного больше профессиональных боев, чем у тебя, но, в принципе, что мне интересно узнать, это как ты вернешься после твоего первого проигрыша. Готов ли ты к такому бойцу, к такому оппоненту, как Волков, после того, как у тебя был первый в твоей карьере проигрыш, как ты перестроился и готов ли ты сразиться с таким бойцом? В принципе, я никогда не выбирал себе оппонентов, я готов драться абсолютно с любым бойцом, с любым представителем, без разницы, у него будет ударный бэкграунд или борцовский. Если я здесь, то это говорит о том, что я хочу стать лучшим, и для того, чтобы стать лучшим, я должен бить лучших. И единственный урок, который я извлек из моего прошедшего поединка, что не стоит оставлять исход поединка на решение судьям. То есть я четко осознаю, что я иду в октагон, и я должен выиграть. Для того, чтобы выиграть, я должен это сделать досрочно. Yeah, I mean, obviously he's got a lot of experience, but the fact is I'm not ever going to choose my opponents. I'm going to fight with whoever's put in front of me, whoever's the hardest fighters, the hardest punches in the division. Doesn't matter if they're stand-up fighters or if they're wrestlers. I will take on whatever opponent the UFC gives me. And the only thing that really I learned from my last fight is do not leave it in the hand of the judges, right? So because you can't trust what decision they're going to make. So what I need to do is I need to go in there, dominate, and make sure that the fight ends before the judges get to decide whether I won or lost.
And last one for me, he's had that long career, right, with both of you guys being Russian, being born in the Soviet Union. Was he a guy that you watched as you were getting into the sport and you said, hey, I like Volkov? Were you a fan of his? Or you a guy who rooted for him? Понятное дело, что у него очень длинная карьера. Вы оба русские, вы оба родились в Советском Союзе. Смотрел ли ты за его карьерой до тех пор, пока ты стал сам бойцом, и видел ли ты его, как он выступал, как продвигалась его карьера до того, как тебе пришлось вот сейчас его с ним биться? Да, конечно, я всегда следил и за его карьерой, и, в принципе, абсолютно за всеми бойцами, которые являлись выходцами из СНГ. Что хочу сказать, что он меня всегда впечатлял, он всегда был достойным представителем своего рода, он всегда уважительно относился к соперникам, то есть такой конкретный пример настоящего русского мужика. Yeah, of course, I watched his career growing up and watched the way he progressed. And actually, not just him, but all fighters that come from the former Soviet Union countries, I made sure to be a fan of the sport as well as learning from them, from their careers. And what can I tell you about him? I mean, he was always a good example of a great fighter and a humble guy just outside, you know, just a good example of a good Russian dude. Alexander. It's always fascinating how professional athletes deal with their first professional loss, and I just wanted to know what were the emotions like after your loss at UFC 278? Всегда очень интересно знать, как профессиональные бойцы, что они делают после своего первого поражения, как они с этим справляются. Вот интересно мне узнать, какие у тебя были эмоции, что ты испытывал после того, как получил наконец-то это первое поражение в своей карьере. Ну, я считаю, что абсолютно каждый боец со мной согласится, неважно, это твое первое, второе или пятое поражение. Поражение, оно всегда горькое, но зачастую одно поражение может тебя научить гораздо большему, нежели 100 побед. Yeah, obviously, I think a lot of fighters will agree with me that no matter if it's your first loss, second loss, fifth loss, they're always bitter. Nobody likes to lose. But I really think that even one loss can really teach you a whole lot about your career, even more than the wins. Do you feel like there's less pressure off of your shoulders now that zero's gone? Как ты думаешь, на тебя теперь меньше давления после того, как уже этот нолик с твоего рекорда убран? Теперь уже не так много давления. Этот нолик вообще никакого давления на меня не оказывал. Мне абсолютно было безразлично на этот нолик, потому что я к этому всему отношусь как профессионал. Дорога профессионального атлета всегда чередует поражения с победами. На все воля Божья, все в его руках. Моя задача всего лишь тренироваться как можно усердней. А как будет дальше, уже все зависит от нашего Всевышнего. That zero really never had any kind of pressure on me or on my career. You know, that's not. If you look at all professional fighters, they always go hand in hand. You got victories and you got losses. So really, all I can do as a professional fighter is keep improving, keep training, and everything else is in the hands of God, right? Whatever God decides, whatever God has written for us, that's what's going to happen. All I can do is keep improving and keep pushing forward. We haven't talked to you since that fight at UFC 278, but did the elevation from Utah play a factor into your gas tank? Мы не говорили с тобой, в принципе, после 278-го, после прошлого проигрыша, поэтому скажи, пожалуйста, то, что это было в горах в штате Юта, повлияло ли то, что это было высоко в горах, на твое кардио, на твою дыхалку? Сейчас можно много чего говорить, искать какие-то отмазки. Я все-таки из тех людей, которые адекватно всегда смотрят на происходящие вещи. И если была поднята его рука, а не моя в конце боя, значит, я где-то не доработал. И искать какие-то отмазки, это из-за того, что в горах было или там солнце не так светило. Это ерунда. В первую очередь я мужик, и я должен выходить и доказывать это в октагоне. А искать отмазки, я думаю, это не совсем мужской удел. Really, there's no reason to look for excuses, you know, elevation, or maybe the sun wasn't shining from the right corner or whatever. The fact is, if my arm wasn't raised at the end of the fight, that means that I didn't do something in order for it to get raised. There was something that I didn't do to get the win. So first and foremost, I'm a man. I need to prove every time I get into the octagon that I'm the man, that I'm going to be the winner. So if there's something that happens when that doesn't happen, that's my fault, not anybody else's or any other force of nature's. Awesome. Thanks for sharing that. And finally, it is the battle of the Alexanders. You're just spelled without an E at the end, so I just want to know whose is spelt better. И в конце концов, это битва Александров, но почему-то, так как пишут твое имя, там нету одной из букв, да, буквы И, американской. Скажи, пожалуйста, чье имя написано правильно?
Я думаю, что у нас у обоих правильно написано, просто я из Молдовы, и у нас имя Александр пишется именно без буквы «и». Ну, в принципе, это чисто морфологическое значение этого слова, потому что у нас в стране молдавский язык, у нас не кириллица, а латиница, и получается на молдавском мое имя пишется именно вот так. Really, it's not his is wrong or mine is right. It's just the fact that I'm from Moldova, and this is the way it is spelled in Moldova. So this is just a question of linguistics. The thing is, in my language, we don't have Cyrillics. We have Latin letters, and in Latin, it's written letters. It's written without the e. So it's just basically, you know, geographically or you know, linguistically, that is the way it is. Thank you. Thank you, Alex, for the time. Alex brought up a good point with the acclimation and such. Was there any major changes, and what were they to come into Vegas and fighting a little earlier, even though you're still on the main card of the event? Александр говорил про то, что акклиматизация может сыграть очень большую роль в этом бою. Что-то изменилось или как-то тебе это поможет, то, что приехал в Лас-Вегас заранее и акклиматизировался, и то, что бой будет раньше, а не позже, каким-то образом это повлияет на твою подготовку или на то, как ты будешь заряжен? Ну, как я уже говорил, я не особо обращаю внимание на такие моменты. Самое главное, то, как ты отпахал весь свой лагерь. Я в Вегас прилетел всего лишь 2 дня назад, а до этого я завершающую свою подготовку проводил в Балтиморе, в клубе Rising Tide Академия. И, в принципе, я чувствую, что я акклиматизировался, чувствую себя замечательно, четко вошел в климатическую зону, четко вошел во временные пояса. То есть чувствую себя замечательно, отлично, в хорошей форме. То есть нет каких-то таких травм, которые бы помешали мне выйти в субботу в октагон и показать себя во всей красе. Once again, I'll mention that, you know, it's not about acclimatization or time or elevation, any of that stuff. If something's going wrong, it just means that you didn't work hard enough to prepare hard. So I've only been in Vegas for 2 days. Before that, I actually finished up my camp in Baltimore in the Rising Tide Club. But I've only been here for 2 days, and I feel like, you know, I've acclimatized fine. I'm good with the time change. I feel good. I don't have any kind of injuries that could prevent me from coming out on Saturday and being in top shape of my life, of my career. So I feel really, really ready. I've prepared, and I can't wait for Saturday. Excellent. Thank you, sir. And last for me, there's a new king in your division. Just your thoughts or opinions on John Jones and his performance this past weekend at T-Mobile. В нашем дивизионе новый король, в твоем дивизионе новый король, поэтому, если можешь, просто поделись своими мыслями насчет того, что Джон Джонс теперь чемпион, и то, что он вернулся, и вообще, как это влияет на дивизион и тебя. Ну, меня уже об этом спрашивали, и я повторюсь. Я считаю, что Джонс – это такой очень классный боец, который послужит очень хорошему пинку под зад всему дивизиону. Это заставит абсолютно каждого бойца тренироваться еще усердней, становиться еще более разносторонне развитым. И для меня это тоже очень хороший вызов, очень хорошая возможность доказать, что я достоин быть в числе лучших планеты в этом виде спорта. Так что, пользуясь случаем, хочу Джонса поздравить и сказать, что молодое поколение наступает на пятки. Yeah, I think it's great. I mean, I've said this already. I've been asked about this. I think Jones is an awesome fighter, and him coming back is a great swift kick in the ass for the entire division, for all of us to train harder, to train much more specific, to work on all of our styles, to be more well-rounded, to get up and train. And you know, if I could use this opportunity, I'd like to congratulate him with becoming a champion. And I think him being here is a great opportunity to also for myself to show that I belong here, that I deserve to fight with the top in this organization and in the world. So I think nothing is bad about him being here. I think it's great. Excellent. Thank you, sir, and good luck on Saturday.